Инфраструктура ботанического сада. Ботанический сад разделен: Нижний парк, Верхний парк, далее главная ботаническая часть, вот она большая, и Приморский парк, зеленая область. Весь комплекс занимает 113 гектаров. Сад расположен ярусами. Главная дорога длиной 2 километра проходит с юга на север через все части. На карте ботанического сада дорога вот здесь обозначена, вот она начинается, и вот так вот она проходит по всему саду. Вот сюда и вот здесь. И вот сюда доезжают. Учитывая подъемы и спуски, длина центральной дороги составляет почти 3 километра. На всей территории сада установлены бамбуковые лавочки и беседки. Главная дорога асфальтирована и благоустроена. По ней ездят электромобили. Но если свернуть с главной дороги на какую-либо тропинку или дорожку, то они также в хорошем состоянии. Весь сад можно пройти пешком или проехать на велосипеде. Практически весь комплекс расположен на холмах. Дорога то поднимается вверх, то резко спускается. На территории сада есть Wi-Fi. Ловит почти везде. Ориентироваться в саду несложно. В каждом секторе установлены современные стенды с картами и подписями. А также при покупке билета к чеку прикрепляется план-схема ботанического сада. А теперь немного о вкусняшках. Где можно перекусить на территории ботанического сада? Это кафе, которое располагается на территории ботанического сада у второго выхода входа. Оно достаточно большое. Столики располагаются на втором этаже, на летней веранде на первом этаже, и также есть внутренний дворик с беседками. В меню хачапури, хинкали, пицца, картошка фри, разные аджахури и так далее. Федя заказал люля-кебаб, качество приемлемое, с пылу с жару, завернутое в лаваш с лучком, зеленью, все как надо. И порция достаточно большая. Сам по себе не острый, но был со стринкой. Детям вряд ли такое понравится. Но Федя осилил практически всю порцию. Также в этой кафешке можно купить мороженое, но будьте осторожны. Когда Федя захотел купить себе мороженое, обнаружилось, что на холодильнике и нигде поблизости не было ценников ни на одно мороженое. Когда Федя выбрал себе мороженое, уже подошли оплачивать, то продавец просто, оценивая нас взглядом, называл любую цену, которая, на его взгляд, подходила. Поэтому, купив обычный лед за 8 лари, конечно, настроение немножко подпортилось. Других кафе на территории ботанического сада нет. Перед входом в ботанический сад расположено множество кафешек, ресторанов. Там также можно перекусить. Далее родники с питьевой водой. В парке очень часто попадаются обустроенные родники с питьевой водой. Но все-таки рекомендую взять с собой хотя бы одну бутылку для детей, поскольку вода в родниках очень холодная. Места для пикника и отдыха в ботаническом саду. При входе со стороны поселка Чакви есть вот такая зона для пикника. Беседки, пенечки, столики, печка. Одним словом, чудесное место, чтобы перекусить и подышать свежим воздухом. В
Также на территории всего комплекса встречаются бамбуковые лавочки с красивыми видами, обустроенные смотровые площадки с лавочками, где можно отдохнуть и перекусить. Если вы планируете поездку в ботанический сад, не забудьте прихватить с собой купальник, ведь здесь можно прекрасно отдохнуть на пляже и искупаться в море. Это пирс на пляже Зеленый мыс. Он делит пляж пополам. Этот пирс используется в основном для прогулок. Отсюда открывается прекрасный вид на пляж, окрестности и Черное море. Также на пирсе часто встречаются рыбаки. Протяженность пляжа около 500 метров. На севере он ограничен выступающим в море утесом, а на юге постепенно переходит в пляж Махиджаури. Берег и дно пляжа, как и большинство пляжей в Батуми, покрыты галькой. Вход в воду достаточно пологий. На пляже имеется большое количество шезлонгов и зонтиков, которые можно взять в аренду. Стоимость такого набора от 3 до 5 лари. Хотя, если вы умеете торговаться, возможно и дешевле. Мы редко арендуем шезлонг, поскольку предпочитаем размещаться прямо на гальке. В теплое время года на пляже работает несколько кафе. На пляже есть кабинки для переодевания, они доступны для всех. Вдоль побережья проложены деревянные настилы. В северной части пляжа раньше была лестница, ведущая в соседнюю небольшую бухточку с пляжем протяженностью около 40-50 метров. В настоящее время лестницу по причине ее аварийного состояния демонтировали, однако добраться до этого дикого пляжа можно по воде. Вдоль берега здесь не очень глубоко, максимум по пояс. Часто этот путь преодолевают даже дети, и при этом можно полюбоваться с воды скалами и красивыми гротами. Как попасть на пляж Зеленый мыс? Слева от южного входа в ботанический сад есть дорожка. По этой дорожке можно дойти до пляжа. Выходим из сада ботанического. Вот здесь касса, вот такое окошко. Вот это касса. Здесь при выходе много всяких кафешек, железные пути. И вот мы сейчас еще посмотрим пляж. Сходим вот сюда. Мы пришли на пляж. Здесь большое какое-то кафе. Второй пляж находится непосредственно на территории ботанического сада, ближе к выходу со стороны поселка Чакви. Пройти к пляжу можно через Приморский парк. Проход на пляж через заброшенный ЖД полустанок. На видео показывается Приморский парк. Если пройти прямо по этой дороге и свернуть направо, то вы придете на пляж. Говорят, что это более безлюдный пляж. Мы были не в сезон, но тем не менее люди прогуливались по побережью. И последний, но не менее важный момент – это общественные туалеты. Сколько их штук на территории и где они располагаются. Итак, если верить плану, на территории 6 объектов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы проходили мимо 3. Первый в Нижнем парке, возле инфоцентра, где конечная электроавтобусов. На плане вот здесь и немного визуализации. Вот так выглядит эта область. Вот здесь находится туалет. Объект номер 2 находится возле розариума, возле главной смотровой площадки, там, где установлен крест. Вот так выглядят туалеты на территории ботанического сада. Вход бесплатный. И последний, который мы видели, находится у выхода в направлении поселка Чакви возле кафе. На плане обозначена точка вот здесь. Итак, мы обсудили инфраструктуру ботанического сада. Что есть на территории? А именно кафе, родники, места для кемпинга и пикника. И, конечно же, где искупаться.